Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп, ретроградная Венера. Период с 23 июля по 9 октября. Судьбоносные перемены в моей жизни. И это будут все периоды Венеры, пока она находится в знаке зодиака Лев. Должна сказать, что каждые 18 месяцев, полтора года Венера уходит в ретроградное движение, что само по себе явление достаточно редко, если сравнить с Меркурием. Меркурий по нескольку раз в год у нас совершает ретро-движение. Так вот, если мы открутим словно кинопленку нашей жизни назад и попытаемся вспомнить, что полтора года тому для нас было важным, мы можем прийти к решению, что, возможно, это были те вопросы, которые в последующем, вот за эти 18 месяцев, стояли на повестке дня или для нас были к решению нашему наиболее важны. Или если мы что-то в тот момент, полтора года тому назад, не увидели, не придали значения, не, вот как мы говорим, не прошли кармический урок. Мы, может быть, не захотели увидеть какую-то реальность, или она была чрезвычайно тяжела. Нам хотелось верить, что как-то само собой образуется, то вполне вероятно, что за эти года мы не смогли осуществить что-то очень важное. Нас словно, ну, где-то как в какие-либо рамки поставила та или иная безысходная ситуация, или прошлое нам повторило именно кармический урок. Вот это движение ретроградности Венеры напрямую связано, мои дорогие весы, с нашим благополучием. И на вас, наверное, как и на тельцов, это влияет особенно активно, потому что это ваша правящая планета. Но удивительная по ретроградной Венере способность Венеры действительно трансформироваться. И это наша трансформация будет где-то вот как по Венере, ведь она у нас сначала как вечерняя звезда, потом она отступает в тень, словно делает полушага назад для того, чтобы что-то обдумать. И после она возродится в виде утренней звезды. Вот такую трансформацию, мои дорогие весы, мы должны пройти с вами. И за этот период мы многое пересмотрим, словно стоя на развилке судьбы, оглянемся назад, чтобы потом сделать прыжок вперед. Период ретро-Венеры будет состоять из нескольких этапов, и каждый из них несет свой сакральный, я не побоюсь этого слова, смысл. Так вот, что это за периоды и как они на нас влияют, что это в целом значит? Давайте поговорим. И первый период – это у нас йод Венеры. Он начнется ну, где-то с 23 июля, хотя я должна сразу оговориться, что все эти временные рамки, которые я сейчас буду по периодам давать, они словно плавающие, нет какой-то конкретики. Во-первых, у нас Сатурн в рыбах и нет четких границ. Во-вторых, вот первый период, он как раз обозначает йод Венеры с Плутоном и Нептуном, а по Нептуну это всегда все непонятно. Это какая-то неопределенность. Йод – это буква еврейского алфавита, и она обозначает не только само вот буквенное значение имеет, но это еще и цифра, которая 10 соответствует. И 10 мы знаем по картам Таро, это всегда какой-то итог. Вот этот итог мы где-то и подводим, какой уж есть. Но мы пришли к какому-то знаменателю. И самое главное, йод – это, можно не верить, конечно, в каббалистическую систему, но именно по ней строится множество древних символов. И символам как будто тоже все равно, как мы к ним относимся, они все равно работают. Есть определенная закономерность в нашей жизни, чего мы не можем объяснить, но как данность она существует. Так вот, в данном случае йод Венеры или называется йод палец Бога. В данном случае палец вниз. Назовите это дизлайком для лучшего понимания, но по сути, это кризис. Это вот та точка невозврата, которую мы проходим. Наступает рано или поздно, знаете, как отрезвление или осмысление, когда мы видим, что есть по факту, что есть в реальности. Может быть, мы прежде на что-то закрывали глаза, не обращали внимания. А вот в этот период нас может подталкивать обстоятельства, новости какие-то, или наше самое главное состояние души к тому, что так дальше продолжаться не может. Есть
что-то в нашей жизни, что выходит на повестке дня на первое место, и тут у каждого свое проиграется. У кого-то отношения, у кого-то вопросы денег, у кого-то положение в социуме или наши дальнейшие планы. Так вот, что-то из этих областей нас заставит обратить на себя внимание, чтобы понять, в каком же направлении мы двигаемся дальше. Это понимание того, что даже если у нас все теперь хорошо, оно тоже должно быть трансформировано, но в какую-то новую форму эволюции. А если это было со знаком минус, значит, скорее мы должны от чего-то отказаться. И вторая фаза или второй этап ретроградной Венеры, это будет квадрат Венеры и Урана. Мы знаем, что Уран, ну, ассоциация у нас такая, как с тем, что что-то ломает, крушит, да, Уран, разрушитель словно, но на самом деле это не разрушитель, это такой, ну, наверное, волшебный толчок к тому, чтобы мы все-таки какую-то реальность увидели, и она к нам может приходить в любой форме, в виде внезапной информации, или когда тайное становится явным. Тайное имеется в виду о ком-то, но, кстати, надо принять во внимание, что и о нас тоже случайно что-то может выйти на поверхность, поэтому будьте внимательны. И это может быть как событие, информация извне, какая-то новость, которая тоже нас ставит перед фактом каких-то обстоятельств. Мы на них не влияем, изменить мы это не можем, но наше отношение к этому как раз будет трансформироваться, и мы его изменим либо к чему-то, либо к кому-то. И если вот эти первые два периода, они могут быть достаточно сложно, но неизбежными, потому что, ну, сколько ты себе не говори, что все хорошо или образуется, а по факту, если ничего не происходит, значит, мы должны каким-то образом изменить себя или наши отношения. Так вот, если мы сумеем, наверное, посмотреть своему страху в глаза или, столкнувшись словно с собственной тенью, вынести на поверхность какую-то правду, истину. И пусть даже этот период был болезненный, то третий период – это трин, называется Венеры и Хирона. А Хирон – это у нас израненный целитель. По мифологии это могучий кентавр, добрый, мудрый и благородный. И вот здесь, в этом третьем этапе, вот это состояние может быть со знаком минус, или вот этот йод Венеры, мы его проходим, и у нас есть все возможности после того, как мы осознали какую-то правду, залечить глубины сознания, словно излечить собственную душу, собственное сердце. Это очень глубокий и важный потенциал в нашей жизни, потому что после этого начинается точка возрождения, когда мы принимаем какую-то реальность такой, какая она есть. Не пытаемся себе одеть розовые очки, но это нас делает уже намного сильнее. И 13 августа – это сам день, когда происходит это возрождение Венеры. И Венера выравнивается с Солнцем, и превращение уже идет в звезду утреннюю Венеры. Но в последующем еще продолжаются у нас изменения, и нас ожидает вот такой период грандиозный, мощный ретро-планет с 23 августа, и он продлится где-то до 3 сентября, если это по Венере. Остальные планеты еще будут продолжать свое ретро-движение, но это все равно будет оказывать на нас влияние. Но в данном случае, если мы берем Венеру, то у нас в ретро-движении оказывается как Венера, Меркурий, Сатурн, Нептун и Плутон – это главные игроки в небесной канцелярии. И надо сказать, вот в этот мощный период ретро мы можем физиологически испытывать слабость, какую-то, знаете, как вялость, нехватку энергии. Нам может захотеться вернуться в прошлое, может быть, обстоятельства к этому нас будут возвращать. Это тоже необходимый этап. Мы что-то должны завершить окончательно, может быть, переболеть и выздороветь после каких-то нездоровых отношений или какого-то нашего сложного жизненного этапа. Возможно, тут как трудные разговоры, так и недопонимание. Но вот такие все ощущения или какие-то события из прошлого, они закономерны в этот период. И далее должна сказать, что нет четких граней
повторюсь, во временных промежутках, которые я даю, потому что словно один может наслаиваться на другой, и здесь будет зависеть, когда это будет проигрываться, от вашей натальной карты, в каком знаке у вас асцендент, как у вас сейчас складываются обстоятельства жизни. То есть здесь все индивидуально. Но вот так в целом. Квадрат Венеры и Юпитера – это благополучный как раз аспект, который теоретически с 25 августа начинается, и продлится он дольше, чем ретроградность уже Венеры. Это будет где-то по 30 сентября. И это денежный вопрос. Знаете, тут конкретные вопросы выходят на повестку дня, как нашей ресурсности, так и где-то денег. Если мы говорим денежная энергия, это один из способов взаимодействия с миром. И вот здесь как будто вот этот способ взаимодействия с миром у нас просто по умолчанию должен быть. И мы встанем перед вопросом, куда я трачу деньги, куда они у меня уходят. Почему я купил или купила это? Действительно мне это было необходимо? Или, может быть, мне так продиктовано? Или это была какая-то престижность? Или все покупали, и я пошел купил? Ну вот целесообразность трат денег, или мы их как будто растрачиваем в неизвестном направлении, или мы станем перед выбором, что вообще-то есть то, что я для самого себя, для самой себя хотел совершить. Это, если хотите, миссия какая-то наша, ради чего мы пришли на Землю. И если мы говорим, что деньги – это один из способов самовыражения, то вот как раз мы подумаем о том, как инвестировать в себя или как более целесообразно распорядиться собственными ресурсами. Итак, значит, это у нас энергия денег. И вот к ней, кстати, с 3 сентября, как раз когда уже Венера выходит из ретро-движения, она соединяется с Юноной. Юнона – это богиня астероидов. И энергии Юноны и Венеры, они очень близки. Они словно дополняют очень гармонично друг друга. И как раз с 3 сентября и до окончания периода, когда Венера во Льве, вот это соединение будет выносить на поверхность вопросы любви, брака, отношений. На ком я хочу жениться? Вот конкретный такой вопрос у вас может стать. Или за кого я пойду замуж? Или кем, какими людьми я хочу себя окружить, кого я вообще хочу видеть в ближайшем окружении, кто меня вдохновляет. Здесь может быть желание избавиться буквально от людей, которые, то, что мы называем токсичные. Какие вообще типы людей более созвучны мне и с кем мне наиболее комфортно и хорошо. Пересмотр окружения, как ближнего, так и дальнего. Наше положение в социуме вот по этому заключительному периоду может выйти на первый план. Поэтому это действительно период трансформации, где-то прощание с прошлым и с новым качеством жизни, как будто мы можем совершить прыжок вперед. Все зависит от мысли, безусловно, потому что как по Венере, и это где-то прообраз по картам императрица. Императрица, мы знаем, она очень плодовита. И где-то созвучна карта по Венере королевы Пентаклей, о которой мы говорим, создала себя сама. Так вот, когда мы какую-то свою мечту делаем реальностью, выскочила у вас карта скорости, быстроты, часто это какая-то информация. И, видимо, может быть, вас информация, мои дорогие весы, будет подталкивать к принятию решения. Это может быть что-то неожиданное, будьте готовы изменить свои планы или где-то подкорректировать. И для вас это будет совершенно необходимо. Не ставьте перед собой табу, шаблонов, как будто... Ну вот, по-моему, должно быть вот так, так и так, допустим, да, у нас есть какой-то план. А тут нам пространство, какие-то другие варианты начинают предлагать, от которых мы так немножко, может быть, и в шоке будем, или мы можем быть не готовы, и тем не менее, вот в чем-то новом будет заключаться наш прогресс. Быть открытым миру, в принципе, мы проходим действительно трансформацию, сдаем своеобразный жизненный экзамен. Ну, давайте посмотрим на картах. Не всегда астрологические прогнозы совпадают с картами Таро и наоборот. Поэтому будем реалистами. Но я думаю, какой-то инсайт вы все равно получите. Первую карту мы достанем. Оценка ситуации. И еще две карты. Пусть это будет либо событие, либо это будет, может быть, сфера жизни.
две сферы жизни или два события. И давайте раскроем, узнаем, как это будет продолжаться, каковы перспективы будет следующая карта. Неожиданные события возможные. Что нам будет помогать? Давайте узнаем. Правда, перемены. Хотим мы или нет, мои дорогие, для вас будет очень важно сделать, наверное, вот этот, своеобразный анализ жизни, трансформацию. У нас пространство, обстоятельства, они действительно на вас будут влиять, но это все к тому, что мы чего-то не сможем изменить. Может быть, чтобы нам жизнь, пространство не повторило еще раз какой-то урок кармический, нам нужно будет рассмотреть все варианты. И знаете, по этой карте мы ничего-то не сможем оставить на потом. Колесо фортуны. И если мы скажем себе, я подумаю об этом завтра, мы опять упустим время, и тогда, возможно, на 1,5 года нас словно бросит назад, и мы заново будем проходить какой-то жизненный опыт. Поэтому держать руку на пульсе, все то, что приходит в виде информации, значит, это к нам для чего-то пришло. Следует проанализировать и подумать, может быть, как применить к себе, или как это может изменить мою жизнь, или как впоследствии это может повлиять на меня. Конечно, я надеюсь, поскольку колесо фортуны чаще имеет более положительное значение, как карта шанса, но никогда не нужно оставлять вот какие-то проценты на то, что в любой момент что-либо может пойти не так. И когда выпадает, кстати, эта карта, мы надеемся сами на себя. То есть напрямую от наших действий будет зависеть наше будущее. Да, будут возможности. Но мы не можем сказать, что это как-то решится само, без моего участия. Если мы это так говорим, то тогда мы не получим какого-то эффекта. И тогда как будто не стоит обижаться, эта фортуна будет распоряжаться нашей судьбой, уже на свое усмотрение. Первая сфера или первое событие, какую-то минусовую ситуацию вы точно должны проводить. Это какая-то в прошлом история, которая глубоко ранила сердце, возможно, душу. Может быть, это было предательство, может быть, это и ваша в чем-то была ошибка. И вот здесь вынести на поверхность какую-то правду, что есть по факту, и разобраться, что с этим делать, как, может быть, закрыть этот гештальт. Вполне вероятно. Давайте откроем карту вторую. Перспективы. Видимо, решив какую-то застарелую проблему, мы будем точно избавлены от повторения уроков прошлого. И четверка жезлов – это праздник после победы. И в этой колоде, кстати, если чаще четверка жезлов, больше деловая карта. А здесь как раз нам семья показана, поэтому у нас все возможности, знаете, праздник устроить, когда есть какая-то, ситуация со знаком плюс в вашей личной жизни, значит, мы можем с чем-то окончательно разобраться. Но кто знает, может быть, у кого-то это проиграется и в отношении вашего самовыражения, ваших амбиций каких-то. Но если мы разберемся, чтобы подвести итог, с каким-то минусом увидим, что есть по факту. Значит, мы становимся как и сильнее, мы контролируем ситуацию, и нам это приносит совершенно новые перспективы. По сути дела, праздник. Неожиданные события. Кто-то из вас может захотеть стать медийным человеком, известным человеком, и он им вполне может стать. Может быть, это посредством интернет какая-то работа. Для кого-то из вас переход в другую сферу деятельности, причем связанную, если с интернет, IT-технологиями, программированием. По этой карте проигрывается великолепно. Но для кого-то это может означать еще и переезд, который вы осуществите окончательно. Вообще, это 21-я итоговая карта старшего аркана, как будто будет еще один итог. То есть, принимая какое-то правильное решение. Или когда мы можем посмотреть, что есть вот по сути своей, какова эта реальность. Если мы ее сумеем увидеть без прикрас само по себе, это будет означать какую-то победу, последующий праздник, подведение каких-то итогов и сразу новые перспективы. По этой карте нет ничего невозможного. И здесь у вас, каково бы даже, если мы говорим в неожиданных событиях, да, эта позиция,
Э, Надо действительно использовать все возможности, которые вам дает судьба, и настроиться на то, что если я ничего не делаю, то в моей жизни ничего не происходит. Если я пытаюсь что-то удержать искусственно, что пытается наоборот как будто уйти от меня, вырваться, ну, закончиться в моей жизни, то тогда вот здесь 50 все-таки на 50 будет. Тогда, видимо, я получу этот итог другой. Понимаете, все зависит от того, как мы вот эти самые итоги подведем. Что нам помогает? Для вас, мои дорогие весы, если у вас получится увидеть, что есть по факту, разобраться с какой-то минусовой ситуацией, не пытаться удержать в вашей жизни то, что уже как бы ушло, не пытаться реанимировать, а если хватит мужества посмотреть вперед, да, и где-то приложить к чему-то усилия, вы можете изменить свою жизнь на 180 градусов. И причем прогресс будет настолько ощутимый и заметен, что вы в последующем, оглянувшись назад, будете у себя спрашивать, а вообще это была я? Или это про меня была эта история? Посмотрите, какие карты. Колесо фортуны, старший аркан. Вот она, тройка мечей. Дальше у нас идет стабильность, порядок и праздник после победы. Но это мы не можем успокоиться, мы все равно идем вперед, как бы, да, то есть есть какая-то как идея, как цель, намерение в вашей жизни, оно должно присутствовать. Без нее ничего не получится. Но если мы открыты новому, если мы действительно знаем четко, чего мы хотим достичь, какого качества жизни мы хотим достичь, мы обязательно это получим. Как самовыражение по работе, по бизнесу, по вашему творчеству, так и по статусу. К вам этот статус приходит, карта императрица. Кому-то через личную жизнь это может проиграться, а кому-то это приходит именно через ваш труд какой-то и ваши действия. Тут полное самовыражение, и вообще это карта власти. Когда не вы в позиции какого-то, знаете, ожидания, если прежде находились, а здесь вы управляете ситуацией, а кто знает, может быть, руководите людьми. Вообще очень сильная позиция, но первый шаг, он может быть достаточно сложный. Давайте посмотрим вторую сферу. И здесь сразу как будто начинается какой-то новый этап. Это нулевой аркан, это всегда начало нового. Это, кстати, называется хаос перед началом творения. Хотя нам шут изображен больше как маг. Он жонглирует зодиаком. И мы здесь опять будем надеяться сами на себя. Мы должны быть внимательны и подмечать все то, что происходит вокруг нас. Нужно исключить всяческую возможность риска. У вас не получится где-то расслабиться, сказать, что ну где-то все, я теперь уже победил, а дальше уже как-то оно пойдет по накатанной колее. Так вот нет, нам еще раз говорят, посмотрите, колесо фортуны 2 раза для вас практически проигрывается. Ведь вот этот круг зодиака, которым жонглирует шут, он тоже отдаленно напоминает нам колесо фортуны. И поэтому, если мы ослабим внимание хоть на минуту к чему-то, все пойдет в кривь и в кость. Мы должны все контролировать. И, кстати, можно сказать, посмотрите, оба этих круга или оба колеса, они похожи на пентакль. Значит, вопросы финансового выражения, самовыражения или в целом финансовые вопросы для вас будут пересекаться как с вашим статусом или вопросами работы, так и личной жизни. Но давайте посмотрим новый этап, посмотрите, к чему он идет. Карта Солнца. Это карта эго, безусловно, но это карта выбора правильного направления, как минимум на несколько месяцев вперед. Значит, где-то до конца года вы должны четко понимать, к чему я иду, что я хочу достичь. И, может быть, последовательно вы можете не видеть еще, какие я шаги осуществлю сегодня, завтра. В какой-то тезис-план может быть четкий. Мы это не можем уместить. Но если мы открыты миру, открыты новому, каким-то возможностям, значит, мы их будем использовать по той ситуации, которая к нам придет, которая нам будет дана. И у нас это получается, как в последующем, на длительный период, мы себе сделаем какую-то очень хорошую услугу для себя самих, изменив качество жизни. Еще одна просто шикарная карта. Но, повторюсь, это все зависит от нашего действия какого-то, неожиданности. И здесь нам конкретно про любовь.
Для кого-то может быть вполне вероятно с учетом карты императрица, вступление в брак. Или мы начинаем жить вместе, может быть, это какая-то дружба, которая перерастет в такое взаимопонимание, когда вы решите вместе уже вести хозяйство, да, попробовать жить сообща. Для кого-то из вас это может еще означать карта дипломатии. Вы все великие дипломаты. Это как раз очень ценное качество, которое вам поможет добиться очень многого, поверьте. И даже в тех ситуациях, где договориться с кем-то сложно, вы можете играть первую скрипку, как выступая арбитром. И используйте это качество. Оно вам, поверьте, поможет еще не единожды в вашей жизни. Тем более у нас кармические узлы поменялись, да. Для вас это открывает совершенно новые возможности. И именно таких вот благородных и спокойных, умиротворенных энергий нам всех будет не хватать. Быть дипломатом, уметь выстраивать какую-то линию поведения. И даже в каком-то, находясь в хаосе, вы можете отстроить какую-то свою стратегию, тактику, по крайней мере, вы будете заметны, и это для вас откроет вот где-то мир. Для кого-то конкретно, может быть, я буду изучать языки и путешествовать по миру, или я буду планировать переезд. У кого-то это может быть как переезд очень далеко, взаимодействие с новыми людьми, с людьми, говорящими на разных языках, и вообще какие-то фантастические возможности, ведь у вас все-таки выпадает старший аркан «Мир». Кардинально изменить свою жизнь. И причем в неожиданностях, значит, такие возможности и будут. Что нам помогает? Еще один старший аркан. Удивительный расклад у вас, мои дорогие весы. Карта звезда, и нам еще раз повторяет, что нет ничего невозможного. И, кстати, звезда, сияйте как звезда. Вот это то, что мы говорили по карте мир. Интересно, одна карта дополняет другую. И лавровый венок, который изображен на карте мир, кому-то из вас скажет о вашей популярности, особенно если вы занимаетесь творчеством. Безусловно, для вас это просто квантовый скачок вы можете совершить. И если мы про карты выбора правильного направления и по Солнцу, я сказала, что это выбор направления на несколько месяцев. Так вот, по карте звезда, это вторая карта, их всего две в колоде Таро, выбора правильного направления. И нам говорят, что это выбор на долгие годы, наверное, как по Плутону, лет на 20. Значит, какое-то свое творчество, какой-то проект. И если мы, знаете, ну вот такие жадные до информации, до какого-то прогресса, до того, что мы готовы идти вперед. У нас в хорошем смысле любопытство не к ближнему, а любопытство к жизни. Оно нас захватывает, увлекает в какую-то игру, игру по новым правилам, кстати, и она вам должна понравиться, то мы себе на долгий период жизни строим такую перспективу шикарную, когда нет ничего невозможного. Поэтому какой-то, как цель, дважды нужно себе поставить, может быть, до конца года и на далекую перспективу. Самое главное, чего я хочу достичь и как далеко я готов в этом продвинуться. Прекрасный расклад. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда. Ведь все сферы жизни, которые идут по Венере, как раз отношения, наше самовыражение или творчество, любовь и наш социум, наше положение в социуме. У вас тоже выпадает карта императрица. То есть полный баланс. Уйти от тройки мечей.